Раннее октябрьское утро было необычно теплым для этого края. Туман, который обычно ложился на расцветающие ночью поляны, растаял еще до рассвета, и холодный воздух уступил место мягкой влажной дымке. Николай Петрович Воронов проснулся задолго до солнца, как водится у людей его породы. Лесник не может позволить себе поспать до утра. Лес требует внимания, а привычка вставать с первыми птицами давно стала частью его сущности. Он тихо встал, провел рукой по фотографии на тумбочке, в рамке застыла улыбка его жены. И на миг закрыл глаза, пытаясь заглушить ту пустоту, что осталась после ее смерти. Проданная городская квартира, переезд в домик на краю леса, простая работа и запах смолы — все это было частью его попытки забыть прошлое. Но забыть нельзя, оно живет в мелочах, в табаке, что он курит по утрам, в старых сапогах, в рутине обходов. Сегодня у него был план: проверка северной границы, обход оврага у старой сосны и осмотр мостка через ручей, который в дождливые месяцы пробивает дорогу для зверя. Он собрал термос, взял фонарь и старую кепку, вышел на крыльцо и вдохнул лесной воздух. В нем были запахи сырости, хвои и чего-то еще, едва ощутимого, словно предчувствие. Машина его стояла у развилки. Нива с пробегом, скрипящая, но верная. Николай Петрович погрузился в нее и поехал по утреннему проселку, когда солнце только начинало светить по верхушкам деревьев. Дорога в глубине леса вела через буреломы и заросли папоротника, места, где техника редко проникает. Он видел следы, свежие колеи, упавшие ветки, которые кто-то отставил в сторону, будто торопясь. Это насторожило его. Следы шли дальше и дальше, как будто кто-то сознательно выбирал путь вглубь, минуя главные тропы. По опыту Николая Петровича, такие следы редко были чем-то хорошим. Либо лес запрещали патрулировать посторонние, либо случилась беда. Он сжал руль и включил фару повыше, медленно проезжая между деревьев. Следы вели его через старые сваленные стволы и сквозь растущие молодые ели, вид, указывающий, что машина не просто проехала, а пробивалась, словно намеренно скрывалась. Интуиция, что у лесника оттачивалась годами, подсказывала — дело серьезное. Он вспоминал времена, когда браконьеры сливались с ночной тенью, перевязывали тушки и уезжали к теплу города. Но сейчас следы были слишком аккуратными, словно кто-то знал, как сделать все так, чтобы не оставаться на виду, но и не ломать машину. Николай Петрович остановил машину у крутого спуска и вышел с фонарем. Утренний воздух был таким тихим, что слышно было, как где-то вдалеке стукнул кулик о воду. Его путь привел к ложбине, где дорога обрывалась, а земля стягивалась к оврагу, заросшему мхом и кустарником. Там, наполовину в яме, на правом боку, лежала машина скорой помощи. Белый кузов был покрыт морщинами грязи, фары поблекли, колеса втиснуты в мягкую почву. Машина выглядела так, будто ее оттуда вытаскивали с силой, но безуспешно. Николаю Петровичу стало дурно. Скорые редко терялись в таких местах. Он подошел ближе. Сердце у него сжалось. Внутри была пустота, но на переднем сиденье виднелось темное пятно, похожее на кровь. Руки у лесника задрожали. Он наклонился над задней дверью и тяжело выдохнул. В кузове, на носилках и в свадебном платье лежала молодая женщина. Белое платье, обильно украшенное кружевом, теперь было испачкано и порвано. Лицо было бледным, губы синеваты, глаза закрыты. Руки дрожали у него от шока. Тело противно сжималось от того, что он увидел. Сначала он не мог пошевелиться. Ноги словно отказались слушаться. В голове мелькали истории из газет, слухи, самые страшные версии. Наконец, голос вернулся. Он вынул мобильный телефон, трясущимися пальцами набрал 02 и отчетливо сказал: «Нашел машину скорой. Кто-то внутри. Девушка. В платье. Возможно, мертва. Координаты». Он диктовал,
давил на слова, как за давностью лет объясняя что-то самому себе. Полиция пообещала выслать наряд и машину следователей. Пока он ждал, Николай Петрович не мог отойти от машины. Руки все время лежали на металлической рейке, а глаза снова и снова пробегали по платям и кружевах, пытаясь понять, как человек мог очутиться здесь в такой одежде. Тем временем в другом конце города, в большом доме с колоннами, начиналось совсем другое утро. Алина Орлова проснулась с ощущением пустоты и волнения. Предстоящая свадьба с Дмитрием Савельевым могла бы быть праздником, но сердце ее дрожало. Она шла к зеркалу и рассматривала свое отражение в шелковистом платье, которое она выбрала еще весной. Казалось, платье было идеально. Кружево плавно спадало по плечам, а тонкий корсет подчеркивал талию. Но, несмотря на красоту наряда, в душе было что-то темное. Мачеха Марина казалась ей слишком безупречной, ее улыбка искусственной, а внимание слишком настойчивым. Отец, Виктор, со спокойствием и благородством готовил все к свадьбе, но Алина чувствовала, что внутри семьи назревает напряжение. Наоборот, Марина вела себя так, словно все происходящее — ее личная драматургия, и она знала, как каждый ход выстраивать в свою пользу. За годы она научилась маскироваться под безобидную женщину и прятать амбиции за кокетливым смехом. Ей давно не было чуждо умения планировать и подстраивать обстоятельства. Из бедной, оставшейся без средств женщины, она превратилась в хозяйку чужой жизни, найдя подходящие рычаги влияния на Виктора. И потому, когда Алина начала жаловаться на головокружение и слабость, симптомы, которые можно списать на усталость перед церемонией, Марина лишь улыбнулась и все решила сама. «Я позвоню моему врачу Андрею, он поможет». Это был тот самый Андрей Ковалев, которого Марина подобрала по нужде, молодой, харизматичный и не слишком привязан к законам. Андрей оказался именно таким, каким его описывали: высокий, темноволосый, с внимательным взглядом карих глаз. Он встретил Алину в клинике с ободряющей улыбкой, и каждые слова его казались продуманными. После первичного осмотра он направил ее на анализы и УЗИ, задания, которые, по его мнению, должны были успокоить девушку и ее отца. Результаты пришли без отклонений, и врач, видя чистые показатели, списал недомогание на псевдофизиологию, стресс, бессонница, нервы. Он порекомендовал разговор, и именно в этих сеансах стала развиваться тонкая нить, которая скоро перейдет в нечто большее. Алина начала регулярно ходить на приемы к Андрею. Их беседы сначала были нейтральными, затем доверительными. Они говорили о детстве, о ее отце, о том, как тяжело быть оставленной после смерти матери, о страхах перед будущим. Андрей был внимателен, и это расположение постепенно переросло в притяжение. Через 10 дней до свадьбы он сделал шаг, признался ей в любви. В коридоре клиники, среди бумажных табличек и запаха хлорки, он поцеловал ее. Этот поцелуй стал началом тайного романа. Пульс, обмен взглядами, обещания, которые позднее превратятся в опасный план. План Андрея и Марины был прост и жесток. Инсценировать побег, похищение, которое позволило бы скрыть Алину и вывести ее из города, а затем избавиться от нее навсегда. Для Марии это был единственный путь, чтобы обойти завещание покойной Елены. Согласно документам, все состояние переходило к Алине именно в день ее свадьбы. Если же она умрет до этого момента, наследство останется у Виктора, а Марина, как жена, получит только часть, да и ту можно оспорить. Выход был один — смерть невесты до церемонии. Марина планировала все годами, изучала привычки Виктора, его детей, следила за Алиной, подражала покойной жене, копируя ее духи и стиль, чтобы увести в доверие. Она нашла Андрея после заранее спланированной автомобильной аварии, происшествие, которое прошло без свидетелей, но принесло им встречу.
Он согласился быть ее исполнителем ради обещанных 10% наследства. За 3 дня до свадьбы Алина окончательно решилась. Она согласилась бежать с Андреем. В сумке уже лежали документы и немного денег. Она верила, что это будет начало новой жизни. Андрей придумал инсценировку. Во время церемонии сделать вид, что невесте плохо, ввести ее в амбулаторной помощи, ввести медицинское укрытие и увезти на скорой, где они якобы окажутся безопасными. Никто не помешает врачу с пациентом. Такое всегда работало. В день свадьбы дом был полон гостей. Старинный особняк был украшен цветами. Гости шептались и улыбались, а Алина шла по залу под руку с отцом, чувствовала страх и волнение. Иногда она оглядывалась и видела Марину. Та была безупречна, улыбка ее играла. Церемония шла, слова звучали торжественно, и когда настал кульминационный момент, в зал вбежали люди в белых халатах. Они кричали, что невесте плохо, и вывели ее на носилках, среди них был Андрей. В смятении и шоке гости не могли понять, что происходит. Через несколько минут скорая уехала, оставив за собой только шепоты и слезы. Машина, которую увидел позже в лесу Николай Петрович, уехала именно тогда. Андрей вел ее по лесной дороге. Сердце его билось ровно. Он думал, что все идет по плану. Но когда в машине остались только они двое, когда Алина между его руками посинела от страха и от того, что ей ввели, он открыл тот самый простор, которого добивались. Он переступил грань. Холодная улыбка на его лице сменила легкое сомнение. Препарат, который он ввел, оказался смертельным вместо того, чтобы лишь усыпить. Алина сопротивлялась, пыталась кричать, но его рука была сильнее. Ее последние слова, прорезанные сквозь мигрень и страх, были «Папа, прости». Она умерла в свадебном платье, застыла в образе, который должен был символизировать радость, но стал печатью трагедии. На следующий день лесник позвонил в полицию. Выезд следственной группы криминалистов и судебных медиков не заставил себя ждать. Следователь Игорь Павлович Семенов, человек властный и внимательный, приехал на место и взглянул на тело с холодной оценкой. Инъекции, синяки на запястьях, следы сопротивления, порванное платье и царапины. Личность была установлена быстро. Алина Викторовна Орлова, 26 лет. Ее исчезновение в день свадьбы шокировало город. Отец, Виктор Орлов, был раздавлен. В горле стоял ком. Он не мог поверить, что та, кто вела дом и делала вид заботы, могла перейти к убийству собственной пасынки. Виктор показал следователю флешку с доказательствами, подслушанными разговорами, сообщением и банковским переводом. На записях слышались холодные голоса. Марина и Андрей обсуждали план, меркантильность и расчет. Детектив Олег Тихонов, нанятый Виктором еще до трагедии для слежки, дал ключевые данные. Марина действительно подстраивала встречи и переводила Андрею деньги малыми суммами, чтобы не вызвать подозрений. Доказательства были тяжелыми и убедительными. Марина была арестована в аэропорту, когда пыталась уехать в Черногорию. Ее вид был потрясенный и уверенный одновременно. Уверенная в себе женщина пыталась видеть в глазах полицейских недоумение. Но записи разговоров и банковские переводы сделали свое дело. На допросе она призналась. Андрей был найден позже в курортном городке. Он не сопротивлялся. На судах обоим не удалось переложить всю вину на другого. Присяжные признали их виновными. Марина получила 22 года лишения свободы, Андрей — 19 лет. Виктор, потеряв дочь, передал все состояние фонду в ее имя. Он продавал дом и уехал в маленькую квартиру, где остались только воспоминания и пустота. Николай Петрович вернулся к своим обходам, но образ той девушки в белом нёсся с ним всюду. Он следил за ходом следствия по телевизору, приезжал на суды, иногда садился у могилки Алины и молча стоял, как старый человек, хранитель старой скорби. «Она не заслужила этого», — говорил он, опуская цветы.
Дмитрий Савельев, пострадавший от предательства и горечи, долго приходил в себя. Знать, что любимая собиралась уйти с другим, было тяжелым ударом. Через 2 года он женился вновь. У него родились дети, но фотография Алины в его кабинете напоминала о потерянной надежде. Марина в тюрьме быстро состарилась. Внешность ее изменилась, а ночные кошмары преследовали. Ей снилась Алина в платье, смотрящая в глаза и повторяющая «Зачем?». Андрей тоже не находил покоя. Работая в медпункте колонии, он постоянно винил себя и пытался понять, стоило ли это денег и свободы. Виктор Орлов умер спустя годы от сердечной недостаточности. Рядом с ним похоронили и жену, и дочь. Фонд имени Алины стал помогать женщинам, пережившим насилие, став памятником тому, что из трагедии может родиться помощь другим. Николай Петрович прожил еще много лет. Лесник, который нашел машину со свадебным платьем, остался хранителем леса и памяти. Он часто спрашивал сам себя, как можно было так холодно распланировать жизнь другого человека. Проходя мимо той ложбины, где когда-то стояла скорая помощь, он тихо произносил: «Покойся с миром, девочка». И в его голосе звучала не только печаль, но и облегчение, что правда восторжествовала, даже если поздно. Жизнь шла дальше. Люди женились, рожали детей, события забывались, но рассказы о том, как лесник нашел машину скорой, а потом все распуталось до предательства и смертельного плана, еще долго звучали в разговорах у подъездов и на лавочках у парка. Имена героев остались в памяти. Одни стали героями, другие — виновниками, а третьи — просто свидетелями, которые сделали свой шаг, назвав правду. В конце концов, история напомнила всем, что человеческая жизнь хрупка, и что иногда зло прячется под маской доброты. Но людям с совестью и теми, кто готов отстаивать правду, под силу разыграть финал, где зло получает свое наказание, а память о тех, кого потеряли, продолжает жить через дела и добрые дела, совершенные в их имя.